Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Сегодня мы будем говорить только о близнецовых пламенах. Если в наших прошлых видео мы рассказывали как о родственных душах, так и о близнецовых пламенах, иногда говорили о кармических связях, то сегодня будем говорить исключительно о близнецовых пламенах. Мы будем говорить в основном о том, почему так трудно происходит воссоединение близнецовых пламен. Почему так много препятствий возникает на пути их воссоединения, много возникает вопросов, много возникает трудностей и настоящих тяжелых испытаний. Вот об этом сегодня будем говорить. Откуда берутся эти трудности, как их преодолевать и что на пути воссоединения близнецовых пламен помогает их воссоединению, а что мешает. И в первую очередь о процессе воссоединения близнецовых пламен мы знаем на собственном опыте. Мы будем говорить вам о собственном опыте, мы будем говорить вам об опыте тех людей, с кем мы знакомы, с кем мы работаем, те пары близнецовых пламен, которым мы помогаем на пути воссоединения. А также мы будем опираться на некоторые духовные традиции. Что нам говорят некоторые духовные традиции по этому вопросу? Как происходит воссоединение мужчины и женщины божественных половинок. В различных культурных традициях в разные времена эти пары мужчины и женщины, божественные половинки, они назывались по-разному. В наше время очень популярный термин именно близнецовые пламена. Возникла даже целая мода на близнецовые пламена, и это во многом хорошо, потому что тема воссоединения мужчины и женщины, а это на самом деле во многом новая тема, она становится популярной и доступной для многих людей, которые встречают свою близнецовую половинку. Это хорошо. Но у каждого явления есть своя противоположная сторона, и противоположной стороной в данном случае является искаженная информация, заведомо неверная информация, какая-то выпуклая информация о том, что близнецовые пламена воссоединяются так-то и так-то, и почему не происходит их воссоединение. Мы уже несколько раз говорили о таких мифах, которые существуют вокруг близнецовых пламен. С одной стороны, мифы такие очень радужные, очень красивые, что встречается близнецовая половинка только тогда, когда это уже ваше последнее воплощение на планете Земля, когда вы уже настолько духовно развиты, что это показывает полностью отработанную вами карму, и в следующей жизни вы уже воплощаться, значит, не будете, если встретили свою близнецовую половинку. Это не так, это миф. С другой стороны, есть миф о том, что близнецовые половинки встречаются вообще не для воссоединения на Земле, и это невозможно. Это тоже не так, просто это противоречит фактам. Такое воссоединение есть. Ну и многие другие мифы. Мы сейчас об этом не будем подробно говорить. Там около 12 божественных половинок, да, у человека. Это тоже, конечно же, полная ерунда, потому что изначально даже в теории о том, как получились, да, как появились божественные половинки, мы их называем божественные половинки, потому что, наверное, это больше отражает смысл. Вы можете называть близнецовые пламена, можно называть звездные пары, можно называть как угодно. Но смысл в том, что изначально одно единое целое
вот эта вот инь-янь структура была разделена на две части. Мужскую часть и женскую часть, где больше превалирует женская энергия или мужская энергия. И эти две части вышли из единого источника и из единого ядра. Они разделились. Дальше они воплотились на Земле. Каждый часто проживал свой определенный опыт. Они встречались в каких-то жизнях, нарабатывали, опять же, различный опыт. Одна душа, вторая душа, либо они нарабатывали какой-то совместный опыт. Вот мы вспомнили очень много своих воплощений. Конечно же, не все, их было очень много. В каких-то мы даже не встречались, в каких-то встречались, но ненадолго, в каких-то встречались и взаимодействовали друг с другом, там нарабатывали совместный опыт. Вот это, пожалуйста, это уже подтверждение тому, что миф говорящий о том, что вы в последнем воплощении только можете встретить свою божественную половинку. Потому что встречаются в разных жизнях, но, возможно, не соединяются, да? Ну, может быть, потом стоит сделать отдельное видео по поводу мифов о близнецовых пламенах. Мы так периодически берем на заметку некоторые вещи, которые нам случайно встречаются, кто о чем говорит, да, и в основном, конечно, говорят совершенно нелепые вещи, совершенно чепуховые. Но опять-таки мы в этот раз об этом подробно говорить не будем, а сосредоточим свое внимание именно на вопросе воссоединения близнецовых пламен. Потому что это самый практический вопрос, практически важный вопрос для всех тех людей, кто встретил свою близнецовую половинку. Ну и в самом начале видео мы еще скажем так, что если вы совершенно отрицаете существование близнецовых половинок, вы говорите, что этого не бывает, как иногда, значит, некоторые люди пишут и говорят, что этого не бывает, ну, значит, просто не смотрите это видео и перейдите на какой-то другой канал. Потому что здесь мы говорим именно вот о том, что встретилось нам в жизни, что мы переживали и до сих пор переживаем, а также говорим о том, что происходит у других людей, кто встретил свою близнецовую половинку, но также родственные души, кармические связи. Но сегодня только о близнецовых половинках. С чего нужно начать? О том, о чем говорят, пожалуй, но, наверное, чаще всего, спрашивают чаще всего. Говорят, скажите, пожалуйста, все-таки встреча близнецовых половинок, она для полного воссоединения или только для какого-то духовного развития? Или, может быть, еще для каких-то целей? Для чего происходит встреча близнецовых половинок? Бытуют различные мнения на этот счет, как мы уже говорили. И мы говорим о том, что да, действительно, встреча близнецовых половинок, она для полного воссоединения. Но тут же говорим «но». Вот что значит «но»? Там следует много-много различных условий. Условий воссоединения близнецовых половинок, благодаря чему вы можете воссоединиться, а по каким причинам вы, может быть, не воссоединитесь. Итак, воссоединение близнецовых пламен. Происходит встреча, мужчина и женщина, они узнают друг друга. Иногда происходит путаница, кого вы встретили, родственную душу или кармического партнера, или, может быть, это вообще какая-то другая встреча. Но, допустим, выясняется, что вы встретили свою близнецовую половинку. Вы чувствуете огромное притяжение, вы чувствуете колоссальную энергию, которая вас соединяет. Очень быстро, в течение, допустим, нескольких недель, иногда нескольких месяцев, как правило, это 2-3 месяца, вы начинаете чувствовать такую же огромную силу, которая вас расталкивает. Она вас разбрасывает по разным сторонам. Оттуда идет вот эта терминология, что один убегает, другой догоняет или оба убегают, потому что есть энергия, которая вас разъединяет. Сразу возникает вопрос, если близнецовые пламена встретились для полного воссоединения, то почему возникает энергия, которая их разъединяет? Или для чего возникает энергия, которая их разъединяет? И как с этим быть? Что с этим делать? Или ничего не делать? Да? То есть почему не происходит воссоединение? Часто те люди, которые только начинают с этой темой знакомиться, они, может быть, еще полны такой эйфории, полны такого излишнего оптимизма. Они пишут радостно: «Я встретил свою близнецовую половинку, и мы едины. Что вы говорите о том, что
есть какая-то сила, которая разбрасывает по сторонам, ничего такого нет, есть божественное единство, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это такой первичный взгляд. Действительно, в первые недели, в первые месяцы вы чувствуете только силу воссоединения. А потом возникает энергия, которая вас разъединяет. Вот в этом-то состоит проблема. Что с этим делать? Что делать с тем, с той силой, которая вас разъединяет? Да? Вот сегодня как раз и будем говорить об этом. Но тут важно еще заметить, что похожие признаки могут быть и в других взаимоотношениях. Это может быть и не гармоничная кармическая связь, а вы будете думать, что это ваша божественная половинка. Это может быть и вообще другие взаимоотношения, другой тип. Часто такое тоже бывает. Либо когда человек встречает своего гармоничного кармического партнера, у них все прекрасно, он говорит: да вы что, я встретил свою половинку, у нас все идеально, у нас нет никаких разногласий. Понимаете, здесь нужно понимать, на самом деле, встретили ли вы свое близнецовое пламя, либо это был ваш другой партнер. А какая, в общем-то, разница, если между вами есть любовь, есть взаимопонимание? Но в этой теме мы говорим именно о божественных половинках, о близнецовых пламенах. И то, что мы называем, какие этапы есть, они есть в этих взаимоотношениях, их не выбросить из песни, как говорится, слов не выбросишь. И эти этапы переживают все люди, которые встретили свое близнецовое пламя или свою божественную половинку или звездную пару, можно так сказать. Совершенно верно. То есть первое, что вы должны, это вы должны определить, кого же именно вы встретили. Если вы озабочены вопросом воссоединения, то лучше всего вам изначально выяснить, кого вы встретили. Это ваше близнецовое пламя, это ваша родственная душа или это ваш кармический партнер. Потому что энергии воссоединения будут работать по-разному в этих трех случаях. Итак, воссоединение, энергии воссоединения близнецовых пламен. Вот это единство, которое вы чувствуете в самые первые дни, в самые первые недели, это действительно ощущение вашего божественного единства. И когда приходят на консультацию для того, чтобы выяснить, кого встретили, и человек начинает рассказывать, то мы начинаем сканировать на энергетическом уровне то, что он говорит, и действительно видно, на энергетическом уровне видно, что это, допустим, близнецовое пламя ваше, да? Ваша близнецовая половинка. Тогда мы говорим: да, вы встретили свое близнецовое пламя. То есть там совершенно особенная энергия. Она отличается от всех других энергетических связей. Отличается. И вот мы, допустим, определили: это ваше близнецовое пламя. Вы чувствуете духовное единство. Колоссальная энергия притяжения. Через несколько месяцев вы чувствуете такую же колоссальную энергию, которая вас разъединяет. Откуда она берется? Это энергия уже не духовного плана. На духовном плане, вот будем условно выражаться где-то наверху, да, скажем, на духовном плане близнецовые пламена едины. Но когда ваше сознание начинает опускаться на более низкие планы, это астральный план, повседневный план, там вы разъединяетесь, причем эта сила, энергия, которая вас разъединяет, она огромна. Почему, откуда возникает такая энергия, мы подробно говорили на обучающем видеотренинге «Энергии воссоединения родных душ». Там вы можете встретить полностью подробную информацию, откуда возникает эта энергия, почему она возникает, что с этим делать. Там все очень-очень подробно рассказано. Так что, если вас этот вопрос интересует, то мы вас направляем именно к этому видеотренингу. Энергия, которая вас разъединяет. Если вы будете относиться к этой энергии с точки зрения повседневного мышления, как вы привыкли жить, да? Вот как мы жили до встречи с близнецовой половинкой, вот с тем же самым сознанием вы будете относиться к этой энергии, которая вас разъединяет. Значит, сразу же вы просто расстаетесь. Сразу же эта энергия разбрасывает вас на колоссальное расстояние друг от друга. Вы готовы убежать за 3-9 земель от этого человека. Почему? Даже не всегда этот человек может объяснить логически, зачем он бежит, куда он, собственно говоря, бежит, если через 2 месяца тому назад он чувствовал такое колоссальное божественное единство. Вот эта энергия астрального повседневного плана, она вас разъединяет. Это совершенно естественно. И так будет, вот эта энергия будет вас разъединять до тех пор,
пока ваше сознание опять не поднимется на эти высокие уровни, на уровень этих высоких вибраций. Вот мы часто говорим о новом сознании. У нас даже есть отдельное видео. Близнецовые пламена, мужчина и женщина нового времени. И когда человек слышит этот термин «новое сознание», мужчина и женщина нового времени, ему кажется это просто красивыми словами. Ему кажется это какой-то такой метафорой, что если он встретил свою близнецовую половинку, он уже человек нового времени. Ничего подобного. Да, сейчас многие пишут о том, что сейчас очень много пробужденных людей. На самом деле это возможно так. Люди начинают осознаннее относиться к энергиям, осознаннее относиться к своему образу жизни, взаимоотношениям и так далее. Но это не значит о том, что это не говорит о том, что человек пробужден. Все-таки духовное пробуждение – это определенный процесс, который просто случается с человеком в силу определенных обстоятельств. На пути родных душ он случается, когда вы встречаете свою родную душу. На других путях, там путь Адвайты, например, он случается, когда человек познает истину, да, единую. И так далее, и так далее. Поэтому говорить о том, что сейчас новое время, значит все люди пробуждены, осознаны, конечно, но это не так. Пробуждаются, это действительно так, но вот как Андрей сейчас заметил, если вы даже встретили свое близнецовое пламя, это не значит, что вы сейчас пробуждены. Это может быть демонстрация. Вы пробудились, вы познали другой, более высокий план, но потом ваше сознание также опустилось вниз, и вы уже смотрите с другого плана на то, что как бы тогда было с вами, да, в начале ваших отношений. Говорите: я пробужден. Нет, это не так. Подниматься туда придется достаточно долго и достаточно упорно, преодолевая боль, преодолевая огромные препятствия. То есть демонстрационные версии пробуждения, или мы еще говорим первичное духовное пробуждение, а есть уже устойчивое состояние духовной пробужденности. Это совершенно разные вещи. И если вы встретили свою близнецовую половинку, свое близнецовое пламя, и если вы озабочены вопросом воссоединения, вам во всех этих вопросах придется разбираться, что есть первичное пробуждение, что есть устойчивое пробуждение, для чего это нужно, как это работает, как это сказывается на процессе вашего воссоединения. Вот это все те вопросы, которые для вас становятся просто жизненно необходимы. Не то, что просто читать красивые слова в книжках, в интернете, смотреть фильмы или вот такое вот видео, как сейчас, например. А это уже становится частью вашей жизни. Если вы в этом не разберетесь, если вы в этом запутаетесь и у вас возникнут иллюзии, или тем более, если у вас сформируется духовная гордыня, да, часто можно заметить, что при встрече с близнецовым пламенем у человека тут же начинает формироваться духовная гордыня. Он говорит: о, я вот достойный, я вообще избранный, таких встреч очень мало, а со мной произошло, я там, вот такой, раз такой, да. Вот если вы попали под воздействие духовной гордыни, если вы попали под воздействие иллюзий, никакого воссоединения не будет. Это вам гарантировано 100%. В этих вопросах вам придется разбираться, придется улавливать эти тонкие грани. Одно отделяется от другого, одно понятие отделяется от третьего понятия. То есть у вас должна быть уже высокая чувствительность к энергиям и высокая чувствительность к знаниям. Вы должны в этом разбираться, хотя бы более-менее. Тогда вы будете осознанно на пути воссоединения. Если же вы будете относиться к пути воссоединения просто вот как по привычке, с повседневной точки зрения, тогда ничего не получится. Итак, дальше мы будем рассказывать уже о более таких тонких, о более деликатных вещах, там, где нужно будет понимать и где нужно будет чувствовать достаточно тонкие энергии, которые и присутствуют на пути воссоединения близнецовых пламен, которые, собственно, их и воссоединяют, эти тонкие энергии. Вы встретили свое близнецовое пламя. Вы почувствовали высочайшее состояние единства, безусловной любви, высокой божественной любви. Через некоторое время эти состояния проходят, и это неминуемо, ваше сознание начинает опускаться вниз.
Почему это происходит, для чего? Это опять-таки вот в этом видеотренинге, о котором мы говорили, энергии воссоединения родных душ. Сейчас мы просто примем это как факт, потому что это происходит постоянно. В 100% случаев при встрече с близнецовым пламенем у вас энергия поскакивает вверх, и вы чувствуете себя божественным, этого человека видите как Бога, как богиню, и жизнь вокруг тоже ощущается божественной, вы переполнены энергией, у вас может быть экстатическое состояние любви, ну и так далее, и так далее. Да? Через некоторое время эта энергия опускается. Это просто факт. Причем, что кажется, что так будет всегда, когда вот это первое пробуждение, первые божественные переживания, кажется, что они никогда не закончатся. Кажется, что отныне оно так и будет, и все будет прекрасно, все будет великолепно, и нет в этом даже никаких сомнений. Вот поэтому некоторые пишут в комментариях, да что вы там говорите о каких-то испытаниях, все это ерунда. Даже говорят, да вы просто никогда не встречали свое близнецовое пламя. Ну что, можно только немного поулыбаться и сказать, ну подождите, вы все узнаете сами на собственном опыте. Итак, ваша энергия опускается вниз, и дальше начинается действительно испытание. Мы на своих живых тренингах очень подробно рассматриваем эти вопросы и говорим о том, что узнавание близнецового пламени происходит на 11 ступени, потом вы чувствуете необычайную гармонию, вы чувствуете необычайную наполненность, это 12 ступень, и потом проходит время, и вы опускаетесь до 13 ступени, ну, то есть сознание опускается, и вы оказываетесь на 13 ступени, и вот там-то начинаются вот эти самые все испытания. Вот там-то и начинается огромное количество вопросов и проблем, почему это происходит, почему нас разъединяют, почему, значит, какие-то козни вообще со стороны начинают нам строить, почему изнутри у нас пробуждается Бог весть что, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Огромное количество вопросов. Ответ на все эти вопросы фактически только один. У вас опустился уровень сознания на прежний повседневный план, как оно у вас и было, на достаточно привычный для вас план. При встрече сознание подскочило вверх, энергия подскочила вверх, потом энергия медленно опускается. Соответственно, ответ на вопрос, как же должно происходить воссоединение близнецовых пламен, ответ тоже очень простой. Нужно, чтобы ваше сознание поднималось и чтобы ваше сознание удерживалось вот на этих высоких уровнях. На мистическом плане, на духовном плане, когда ваше сознание там остается, значит процесс воссоединения будет происходить сам. А он будет происходить в автоматическом, полуавтоматическом режиме, если ваше сознание держится на высоких уровнях. Если ваше сознание опустилось на повседневный план, никакие вам способы, никакие техники не помогут. Чего бы вы ни делали, какие бы вы там премудрости не выдумывали, да, часто напрямую спрашивают, ну вот скажите, что нужно ему сказать, чтобы мы воссоединились, что нужно сделать, пойти туда или не пойти туда, как говорить. Вот эти все вопросы относятся к повседневному плану, что вы будете делать. Это не принесет никакого ощутимого результата. Даже если вы встретитесь с этим человеком и вцепитесь в него вот так вот двумя руками и будете говорить, мы должны быть вместе, возникнет та энергия, которая растащит вас, будет растаскивать вас по разным сторонам, и вы не сможете ей противодействовать, этой энергии. Эта энергия гораздо сильнее вас, ваших возможностей. Но как только ваше сознание поднялось вверх, вам не придется делать такого большого количества усилий. Физических, там, моральных каких-то, я не знаю, энергетических, да, вот этот процесс воссоединения будет происходить сам. Еще раз повторюсь, в автоматическом, полуавтоматическом режиме. И все, кто встречал свое близнецовое пламя, вы знаете, как это происходит. Вспоминайте, как только ваше сознание поднимается на уровень любви, высокой, безусловной любви, божественной любви, вы тут же чувствуете ваше единство, и если ваш партнер в досягаемости в какой-то от вас, да, он вам позвонит, напишет, вы ему позвоните, напишите, и между вами происходит гармония опять. Опять возникает воссоединение. Вспомнили, как это происходило? Вспомнили. Но потом опять сознание опускается.
И возникает такой период в ваших отношениях, когда ваше сознание как йо-йо, вверх-вниз, поднимется, опустится. Это очень сильно изматывает. Это очень тяжело энергетически. На 13-й ступени, по большому счету, иначе и не получится. Но что вам нужно знать? Что вам нужно из этого вынести? Самое главное, что залог вашего воссоединения – это высокий уровень сознания. Вот оттуда идет этот термин «мужчина и женщина нового времени», «новое сознание». Вот это новое сознание, оно позволяет вам воссоединиться с вашим близнецовым пламенем. Что такое новое сознание? Это в первую очередь сознание любви. Когда ваше мировоззрение, когда ваши поступки, ваши слова продиктованы состоянием любви, любовь становится вашим базовым состоянием. Она внутри как ось, как стержень. Это ваша основа. Это не значит, что вы 24 часа в сутки любите все мироздание. Если вы таков, то вам уже не нужны эти видео, вы их не будете смотреть, вы уже просветленный, вы уже святой. И перед вами не стоит вопрос воссоединения и тому подобных, да? Нет, мы говорим не о том, что вот такая вот планка, что вы должны любить 24 часа всех и все вокруг. Это, конечно, будет идеал, если так у вас будет происходить. Но, как правило, этого нет. Мы говорим о том, что любовь становится базовым состоянием. Те, кто занимается в нашей школе, они знают, что это означает, что это такое. Что бы в вашей жизни ни случилось, даже если это вас очень сильно захватывает, вас это сильно расстраивает и так далее, вот какие-то события жизненные, повседневные, да, вы все равно чувствуете, что они как будто бы со стороны происходят, что они вас полностью на 100% не затрагивают, что у вас внутри есть определенный стержень, что у вас внутри есть определенное состояние покоя, любви, умиротворения. И это состояние, оно и позволяет вам воссоединиться с вашим близнецовым пламенем. Еще раз повторюсь, новое сознание – это сознание, исходящее от любви, любви божественной, любви высокой, любви безусловной. Это очень большой разговор, как подниматься к этому уровню сознания, как там закрепляться, как там оставаться. Это очень-очень много Как нужно там говорить, действовать? это как там действовать, да, вот возникает правильно такой вопрос. А как в этом состоянии жить вообще, как работать, как воспитывать детей, ходить в магазин, переходить дорогу? Да, ведь вы в таком блаженном состоянии, вы как будто бы уже не здесь. Так вот, ответ на все на эти вопросы, мы отвечаем на все на эти вопросы, как правило, на живых тренингах. Там мы рисуем графики, мы делаем практики определенные. То есть это целый комплекс. Это действительно учение о родных душах. Это целый комплекс, который вы должны хотя бы в общих чертах знать. Тогда у вас будет понимание, что это означает. Просто так, как иногда пишут, вот ответьте, что это такое, как вы соединиться с близнецовым пламенем и как это безусловная любовь. Вот скажите мне, как это? Пишут в вопросах. Это все равно, что задать вопрос, а как прийти к истине? Да. Можно ответить коротко, отбрось все лишнее, приди. Вот примерно так же. Да, это примерно такой же ответ на вопрос. Если вы вспомните, если вы полностью переживете те состояния, которые у вас возникали в момент узнавания вашей близнецового пламени, да, вы войдете опять в это состояние. Вот ответ на ваш вопрос. Что это такое? Вопросов на самом деле будет много по этому поводу, и ответов тоже много. И мы периодически даем ответы на все эти разные вопросы. Но задача сегодняшнего видео, она в основном состоит в том, чтобы у вас было правильное видение этого процесса воссоединения. Воссоединение близнецовых пламен возможно только на основе нового сознания. И дальше следует вопрос, логичный, а что мешает нам овладеть новым сознанием? Ответ совершенно очевидный. Нам мешают привязки, кармические привязки, привязки к старым
программам, с помощью которых мы вели свою жизнь, привязки к программам воспитания, программам своего рода даже, программам социального эгрегора. Это огромное количество привязок. Они нас держат, как пришпиленных бабочек внизу. Ваше сознание, оно как пришпилено к повседневности, к астральному плану в том числе, но в первую очередь к повседневности. И вот эта пришпиленность не дает вашему сознанию подняться и устойчиво закрепиться на более высоких уровнях. Вот это уже настоящая, даже можно сказать, проблема. Практика. А эта проблема решается только с помощью практики. Никакое чтение книг, просмотр видео, даже консультации никакие вам не помогут. Вот приходят к нам на консультацию, вот с такими вопросами. Мы выясняем многие вопросы на консультациях, но поднимать уровень сознания и закреплять его там возможно только с помощью практик, причем ежедневных практик. В нашей школе мы часто повторяем, что делайте эти РД-практики 2 раза в день. Это не трудно, это более того, это приятно. РД-практики делать очень приятно. Если вы их делаете 2 раза в день, утром и вечером, примерно по 15-20 минут, не так уж и много времени, то через год вы себя не узнаете. Через год вы станете совершенно другим человеком. По крайней мере, у вас будут такие большие внутренние предпосылки для перемен, о которых вы, может быть, до того и не подозревали. Если вы постоянно практикуете, ежедневно практикуете, то уровень вашего сознания будет расти. Это абсолютная гарантия, если вы будете правильно практиковать. Что такое правильно практиковать? На пути воссоединения с вашим близнецовым пламенем работает самая главная энергия. Это энергия любви, это энергия блаженства. Это та энергия, которую умом смоделировать невозможно. Да. Это та энергия, которую силой воли вызвать невозможно. Любовь – это такая птичка, которая в клетке не живет. Невозможно даже с помощью просто каких-то общепринятых медитаций выйти туда. Как правило, невозможно. И это все иллюзия. В основном это все иллюзия. Человек пишет: я делаю медитации, выхожу, я чувствую, потом вдруг раз, и мне все падает. Нет, если вы вышли на этот уровень, если вы действительно вышли на уровень божественной любви, вы подняли свое сознание, то вы так быстро оттуда не уйдете. Быстро вы не спуститесь. Итак, если вы делаете ежедневно практики, вы их делаете в потоке любви. Вот этому мы обучаем в нашей школе. Может прозвучать как-то странно. Как можно обучиться любви? Обучиться любви невозможно. Возможно обучиться входить в поток любви. Любовь – это поток энергии. И на всех наших практиках, на всех наших практических занятиях люди ощущают этот поток. Вот скоро на днях мы уезжаем на Байкал, И даже когда мы просто садимся вместе с группой участников в маршрутку для того, чтобы от Иркутска ехать до Байкала, уже люди чувствуют, там уже создается атмосфера. Да, уже единое поле, родных душ уже это есть, и это отмечают все и всегда. А потом после ретрита расставаться просто не хочется, потому что в этом поле на самом деле такая энергия любви, свободы, принятия, что люди говорят очень часто: я никогда нигде не испытывал еще такого. У меня были разные опыты, я знал разных людей, занимался практиками, но вот так, чтобы меня принимали, я еще такого нигде не испытывал. И, конечно, человеку очень хочется остаться, очень надолго, закрепиться в этом состоянии с этими людьми. Кажется, что вот эти люди, они такие хорошие, они меня понимают. И потом часто люди после ретритов, после тренингов, они объединяются в группы, продолжают общаться. Они как бы сохраняют вот этот мирок родных душ, вот это единство, и им оно очень сильно помогает. Или вот даже кто участвует в регулярных РД-молитвах, которые проводят Шанти, и потом и идут комментарии после РД-молитвы, даже в этих комментариях чувствуется очень сильный поток, поток любви родных душ. Это совершенно особенный поток энергии. Так вот, если вы практикуете вхождение в этот поток энергии, если вы практикуете регулярно и
если вы устойчивы на этом пути, не так, что вы там практиковали, бросили, там, я не знаю, полгода не занимаетесь, ничего не делаете, потом вроде бы опять чего-то начинается, да, это не очень работает, не очень эффективно это. А вот так вот ваша практика, она действительно чистосердечное, то, что называется, да, от души вы практикуете, испытывая удовольствие, испытывая настоящее вот это душевное, духовное удовольствие, сердце радуется вот во время этих практик. Вот что происходит. Когда вы так практикуете, ваше сознание растет, растет, растет постепенно, и постепенно оно все-таки достаточно устойчиво закрепляется на высших планах. И тогда ваше воссоединение с близнецовым пламенем становится естественным. Чтобы не быть голословным, ну вот помимо нашего опыта, да, потому что наш опыт, мы о нем уже рассказываем в течение 7 лет, с 2012 года. И, в общем-то, мы рассказали уже все вдоль и поперек. Ну, он постоянно расширяется, растет, так что рассказывать Ну, можно кто много. впервые зашел на наш канал и, может быть, первый раз видит это видео и его заинтересовало, пожалуйста, вы можете посмотреть. У нас больше сотни видео, 1,5 видео у нас есть. И в этих видео мы вот по-всякому уже рассматривали этот вопрос. И в том числе рассказывали свои собственные примеры из нашей практики. Ну, давайте сейчас я приведу очень простой, но очень наглядный пример из практики другой пары, которую вот недавно я консультировал. Ситуация, значит, выглядит следующим образом. Мужчина встречает женщину, и он чувствует вот это родство душ, и с ним начинаются вот эти феноменальные процессы, духовное раскрытие, потом начинается внутреннее очищение. И вот примерно на этапе внутреннего очищения он решил, так сказать, вот открыться. Мужчина решил признаться женщине в любви в своей. Вот. Кстати, почему хочется привести этот пример? Потому что в основном это происходит с женщинами. Мужчина как бы глух к любви, а женщина, значит, вот она такая активно проявляет свою любовь. Так вот, в этом случае все диаметрально наоборот. Мужчина начинает открываться женщине, а женщина как-то так немного подозрительно на него смотрит и, ну, вот не очень реагирует, даже как будто бы пугается. Ну, мужчина не то чтобы обиделся, но он как бы вот решил взять паузу. Он говорит, я решил взять паузу. Вот, чтобы не навязываться, чтобы не выглядеть таким слишком уж настойчивым. Он взял паузу, сказал девушке, ну хорошо, тогда я желаю тебе всего хорошего. Но не сказал ей, я на тебя обиделся, я там не хочу тебя видеть, этого он не говорил. Просто вот они так довольно спокойно расстались. И в течение примерно года, 1,5 лет у него вот эти вот очистительные процессы происходили. Вот это внутренняя чистка, какая-то ломка, боли внутренние, переживания большие и так далее. Кто это проходил, вы все это прекрасно знаете. Внутреннее очищение. И дальше вот самое интересное, что в этом примере есть. Примерно через 1,5 года он ей пишет короткий смс, ну что-то вроде «Привет, как дела?» И чувствует, с той стороны идет уже гораздо большая заинтересованность. То есть она начинает у нее спрашивать, а как ты живешь, а как у твои дела, а как ты это. То есть о чем я хочу сказать? Этот мужчина в течение года, 1,5 лет, он действительно, по его описанию, он мне рассказывал, у него произошла очистка анахаты, реально. Вот. И он говорит, с моего сердца как будто ржавчина отваливалась, вот такие кусочки. У него анахата прочистилась и раскрылась, пошла эта энергия, и я его еще дополнительно спросил, хотя знал ответ на этот вопрос, но я его дополнительно спросил, а в течение этого времени вы думали об этой женщине? Он говорит, да, конечно, каждый день. То есть вот этот энергетический контакт, он не терялся, но на физическую связь он не выходил. И в течение вот этого года, 1,5 лет, он прошел внутреннее очищение, и эта энергия от его сердца, она уже пошла чистая. И он мне сказал очень важные слова, которые мы повторяем постоянно. Но как бы нас уже, наверное, во многом не слышат, потому что одно и то же говорим, да? Так вот, этот мужчина сказал такие слова. Он говорит, я почувствовал внутри, что мне почти что все равно, как она отреагирует на меня. Скажет ли она, что любит меня, или скажет, да ну, что-то ты странный опять объявился. Он говорит, вот внутри у меня вот это состояние свободы. Понимаете? Заметьте, это состояние свободы, свободной любви в самом высоком смысле этого слова. Он не перестал ее любить, он не махнул рукой и не сказал, да пропади ты пропадом, нужна ты мне 100 лет.
Нет, ничего такого он не говорил. Его сердце продолжало любить, он каждый день о ней вспоминал. И он не шел на физический контакт, не писал ей письма, ну и так далее, да? А внутренние процессы происходили очень сильные. И в результате того, что очистилось сердце, его сердце стало любить свободной любовью, чистой, свободной любовью. Те, кто это переживал, они понимают, о чем я говорю. Свободная любовь – это не значит любить кого хочу, когда хочу и как хочу. Да, вот это вот из 60-х годов прошлого века знакомый нам термин «свободная любовь», имеется в виду сексуальная так, распущенность. Да? Конечно, не об этом мы говорим. Это любовь и свобода, когда у вас внутри есть любовь, но вы не стремитесь завладеть этим человеком, его личностью. И не хотите, чтобы он владел вами, чтобы он в вас вцепался. Ваша любовь, между вами есть какое-то пространство свободы. И в то же время это пространство свободы наполнено любовью. Это довольно трудно объяснить словами, Ну, но вы можете это это почувствовать. люди, которые приходят к этой любви, можно сказать, приходят к источнику любви. Они чувствуют именно эту любовь. Это пространство, наполненное безграничной любовью, но не привязывающей, не держащей вас, не шантажирующей, не угрожающей, да, что в обычных отношениях как бы применяется, все эти тактики. Здесь нет, это божественная любовь, поэтому она свободна. И вот это состояние, любовь и свобода, и является определяющим для процесса вашего воссоединения. И я вернусь еще ненадолго к этому примеру. Этот мужчина мне рассказывает дальше так, что эта женщина стала, говорит, уже больше проявлять инициативы и интереса, чем я даже в свое время проявлял инициативу и интерес. То есть ее душа, она чувствует поток любви, который идет от него. Даже если эта женщина духовно не пробужденная, даже если она что-то не осознает, тем не менее она чувствует этот поток любви, и она не чувствует то, что он хочет завладеть ею. Она не чувствует охоту на себя. Она не чувствует, что ее хотят там, я не знаю, приватизировать, да, как-то. Вот эта любовь и свобода – это очень интригующее состояние. Когда другой человек чувствует, что вы его любите, и в то же время понимает, что вы не хотите им владеть. Это очень интригующе. И вот тогда начинается автоматический процесс воссоединения. Автоматический. Уже нет тех препятствий в виде эго-программ, в виде различных кармических каких-то программ, узлов и так далее. Я уже сразу оговорился, сегодня об этом подробно не говорим, просто упоминаем. В других видео вы можете посмотреть подробно о тех эго-программах, о тех кармических узлах, которые мешают воссоединению. Так вот, это все уже перестает так действовать, потому что все эти программы, все эти узлы, они действуют на повседневном, на астральном, на ментальном и на каузальном планах. Они очень сильно действуют. Особенно кармические программы, они очень сильно действуют, допустим, на каузальном, на астральном плане. Да? Но если ваша любовь, если ваше сознание вышло на будхиальный, на атманический план, это высшие уровни сознания, там этого, как правило, нет, этих узлов, как правило, нет. То есть там ваше воссоединение происходит естественно, и, соответственно, эта энергия этих высших планов, она постепенно начинает опускаться на более низкие планы. То есть, опять, чтобы не пускаться в подробности, я отсылаю вас на 7-й аудиокурс. У нас есть обучающий 7-й аудиокурс, где это все подробно описано. Как происходит воссоединение, процесс воссоединения, начиная от высших планов и переходя на более низлежащие и в конце концов и физическое воссоединение. Самое главное, ваш уровень сознания должен быть достаточно высокий. Ваша любовь должна быть чистая, не привязанная. Тогда воссоединение будет происходить. Ну, на самом деле все оказывается очень просто в своей сути. Изначально между близнецовыми пламенами, между божественными возлюбленными, изначально между ними любовь свободная, божественная. И когда они встречаются, эти люди, эти близнецовые пламена, между ними возникает эта любовь, это вот демонстрационная версия, когда вы ее ощущаете, это божественную, космическую любовь. И вам кажется, что так будет всегда. Это естественно,
потому что такая любовь между ними и есть, между вами она есть. Но когда сознание опускается, Бог показывает вам, насколько вы несовершенны и насколько вы должны очиститься, чтобы вновь выйти уже самостоятельно к этой любви. И когда вы выходите к этой любви, к этой свободе, к этой божественной любви, тогда и происходит воссоединение, потому что это естественно. Вот, пожалуйста, мы с вами вместе пришли к ответу на вопрос, почему возникают эти огромные препятствия. Они, собственно говоря, не возникают, они и были у вас. Они проявляются, они становятся очевидными. Если до того эти все препятствия, какие-то эго-программы, деструктивные программы, травматичные программы, кармические узлы, много-много чего, оно у вас всегда внутри было. Оно было глубоко, оно было в законсервированном виде, и так, как, знаете, как внутри, как червячочек такой точило там, как вот этот жук-краед там где-то внутри чего-то точит. Вы как бы это не осознавали, не очень сильно чувствовали, и это вас как бы и не беспокоило. То когда пришла настоящая любовь, а любовь между близнецовыми пламенами, она именно настоящая, истинная, божественная любовь, колоссальная сила, огромная энергия, вы ее чувствовали все, кто встречал близнецовую половинку. Вот когда эта энергия к вам пришла, она как прожектором высветила всех ваших внутренних тараканов. Включили свет, и эти тараканы побежали. И вот возникли эти все проблемы. Все эти тараканы, все эти программы, все эти узлы, они не дают вам воссоединиться. Они не соответствуют, они не коррелируют с той божественной высокой энергией, которую вы почувствовали. Ваше божественное единство и то, что происходит у вас на повседневном или на астральном плане, это как бы во многом диаметрально противоположные структуры друг другу. И вот для того, чтобы эти структуры не конфликтовали, вот эти низлежащие планы должны высвечиваться сверху вниз. Очищаются программы, вы освобождаетесь от каких-то узлов программ и так далее, и так далее. Путь очищения. В результате этого очищения вы претерпеваете трансформацию. И в какой-то момент вот эта вот всеми проклинаемая 13-я ступень, она заканчивается. В какой-то момент, на самом деле, в одно прекрасное утро вы просыпаетесь и чувствуете, что вот этого уже нет. То, что было, вот этой тяжести, боли, каких-то препятствий и так далее, вот этого всего болезненного, его уже нет. Это не значит, что в одну секунду все это проходит. Это значит, что в какой-то момент вы перешли Рубикон между 13 и 14 ступенью. И еще некоторое время вы будете возвращаться на 13 ступень для того, чтобы что-то доработать, но это уже не будут те тяжелейшие испытания, состояния, которые были в самом начале. Это будет все гораздо легче. Вы переходите на 14 ступень. 14 ступень – это духовное обучение. С помощью духовного обучения вы преодолеваете все эти препятствия на пути воссоединения со своей близнецовой половинкой. И когда вы проходите достаточно долгое, серьезное, основательное, настоящее, реальное духовное обучение, это не то, что просто формально съездить куда-то на место силы, повстречаться с каким-то гуру, так вот, знаете, как бы галочку поставить, что я съездил, я поучился, ничего подобного. Только реальное духовное обучение имеет силу. Вот когда вы пройдете реальное духовное обучение, вы перейдете уже на 15-ю ступень, и там уже радость. 15-я ступень – это та ступень, которая сама вас соединяет. Вот там уже, да, там помимо вот просто радости, которая вас наполняет от каждого дня жизни, от любого события, над которым вы радостно смеетесь, хохочете, получаете удовольствие, да, вот помимо всех этих прелестей и благ, вы получаете вот этот процесс воссоединения, что своим близнецовым пламенем вы начинаете, естественно, соединяться. До этой 15-й ступени нужно дойти. И пройти через 13-ю и через 14-ю. И когда люди пишут в комментариях, или к нам в письмах обращаются, или на консультациях говорят, а сколько это будет длиться, то я всегда слышу в этом вопросе, простите меня, потребительское отношение к этому процессу. Сколько мне подождать, чтобы оно прошло?
Такой вот потребитель, который готов, ну, немножко заплатить, но чтобы оно прошло. А сколько мне подождать? Это очень часто слышится в вопросе. Очень редко люди задают вопрос, а что конкретно сделать, как делать, сколько делать? Это редко бывает. Редко бывает так, что люди готовы действовать на этом пути, готовы жертвовать на этом пути по-настоящему, когда это необходимо. А бывает, что и необходимо чем-то жертвовать. В основном занимает выжидательную позицию, и в основном занимает позицию такую даже страусиную. Чтобы этого всего ужаса не видеть, вот просто голову в песок, а там вот сколько времени пройдет, когда мне голову из песка вынуть, когда оно уже прошло, оно само не пройдет. Если вы засунули голову в песок, то одно из двух, либо у вас 13-я ступень будет длиться годами, и вас все-таки шандарахать по другим местам тела, без головы, которая в песке. Ну, это условно, конечно, выражаясь, шутка такая. Вот. Либо будет длиться годами, 13-я ступень и будет вас чистить, либо просто вы все-таки потеряете этот поток, что скорее всего. Уйдет поток любви, уйдет эта наполненность, это счастье, уйдет состояние единства. И вместе с этим потоком любви уйдет и очищение внутреннее, то есть вас перестанет так клашматить, вас перестанет так сильно шпаклевать по разным сторонам. Вы почувствуете как бы покой, но в этом покое вы почувствуете огромную утрату. И такие письма нам тоже пишут периодически. И с такими вопросами иногда приходят на консультацию, но реже. Приходит с таким вопросом, как «А как мне опять войти в этот поток? Я его потерял. Я испугался внутреннего очищения. Я не выдержал. Я ушел из этого. А теперь вот каюсь. А теперь вижу, что жизнь бессмысленна без этого потока любви. Она просто серая, картонная и безликая». Вот если этот человек чувствует и видит, то он действительно на самом деле хочет вернуться в этот поток. И иногда это возможно, но это очень трудно на самом деле. Если вы однажды отказались от потока, и если вы вышли из него, действительно потеряли поток любви, то потом его обрести бывает очень и очень трудно, и не всегда возможно. Так что если вы отказываетесь от этого пути, вы должны знать, что очень может быть, что всего этого вы уже не сможете вернуть. Бывают такие случаи, что человек, допустим, думал, что он встретил свою близнецовую половинку, свое близнецовое пламя, а потом и отказался, да, от этой встречи, вот там пошли какие-то передряги, либо просто отказался по каким-то причинам, неважно, а потом через несколько лет с ним происходит точно такая же встреча. Он говорит, что такое? Моя вторая близнецовая половинка, что ли? А потом еще через некоторое время третья такая же Да, встреча. вот хочется еще отметить, недавно нам тоже какой-то вопрос задавали, что такое лжеблизнец? Да. Что за понятие такое лжеблизнец? Это вообще такого нет понятия, никакого лжеблизнеца не бывает. Бывает родственная душа, бывает кармический партнер, бывает РД-учитель, но никак не лжеблизнец. Близнецовое пламя, оно одно. И это один человек. Вы никак не можете встретить его в другом. Вы никак не можете переделать своего мужа под свое близнецовое пламя. Извините, но вот, к сожалению, такая информация в сети тоже встречалась. Ну, бред. Ну, бред, если говорить с позиции энергетических законов, но это невозможно. Вы можете урегулировать отношения с мужем, можете. У нас есть тоже такой пример. Женщина встретила свое близнецовое пламя. У них очень большая разница в возрасте. Женщина намного старше. А у нее прекрасный, гармоничный кармический партнер муж, замечательная семья, у нее огромный прекрасный кармический опыт. И вот она встретила свое божественное пламя, близнецовое пламя, мужчину. Он проходит свои кармические уроки. Она сейчас обучается, проходит свои. И она говорит, я вот сейчас его отпустила, я чувствую, что я люблю, и мне не важно. Вот он встретил там другую сейчас женщину. Я понимаю, что это его урок. В этом воплощении это его урок. Я отпустила. И она говорит дальше. И сейчас я чувствую, как во мне просыпается больше нежности к своему мужу, как я ему был больше благодарна. Мне хочется что-то делать для него хорошее, благодарить его за то, что вот он дал мне.
Понимаете, вы можете урегулировать отношения с партнером, если вы встретили свое близнецовое пламя и если вы правильно проходите этот путь. Но никак не переделать мужа под свое близнецовое пламя. Такого не бывает, это невозможно. Нужно просто смотреть трезво на вещи и не верить в какие-то сказки, в какие-то небылицы. Ну, вот в связи с этим моментом, только коротко, чтобы не уходить нам в сторону от сегодняшней темы, значит, упомянем следующий пример на этот счет. Есть такое выражение, что вот на высших уровнях сознания все люди едины. Все люди едины, и всех можно одинаково любить. И действительно, когда вы выходите на высшие уровни сознания, вы чувствуете это единство. И вы чувствуете особенно какое-то теплое, даже в какой-то степени родное отношение ко всему живому и неживому. Камень, птица, человек, машина, в общем, по большому счету уже все без разницы, все становится действительно родным. Да. Но это не означает, что проезжающая машина – ваше близнецовое пламя. Или та ворона, которая каркнула и вызвала у вас какой-то экстаз любви, оно тоже ваше близнецовое пламя. Вещи нужно называть своими именами. Есть духовное родство и духовное единство со всем сущим, и оно есть, это факт. И люди, которые выходили и выходят на эти уровни сознания, они все об этом говорят, и это действительно так. А есть ваша близнецовая половинка, там совершенно другие энергии. В нашей Вселенной колоссальное количество энергетических потоков. Огромное количество. И есть огромное количество интерпретаций любви. У христиан одна любовь, у буддистов другая любовь, в индуизме третья, вот, у близнецовых пламен четвертая, ну и так далее, и так далее. Кто-то любит собак, кто-то любит бабочек ловить. У всех какая-то любовь, и каждый ее по-своему воспринимает. Допустим, в Нео-Адвайте там любовь действительно ко всему сущему, например, да? Вследствие постижения истины. Так вот, мы говорим о любви близнецовых пламен. Это тоже божественная любовь. Но это не та божественная любовь, которую вы испытываете, когда действительно выходите на очень высокие уровни сознания и чувствуете, что вы едины со всем. Это не значит, что все является вашим близнецовым пламенем. Разница есть, это другая энергия. Вот о чем мы хотим сказать. Ну уж, коли мы затронули такой термин, как ложное близнецовое пламя, да, то мы на этот счет шутим таким образом. Если у вас возник вопрос о ложном близнецовом пламени, вам нужно обращаться к ложным учителям, кто этот термин придумал. Потому что как такового явления ложное близнецовое пламя, его просто нет. Его придумали какие-то ложные учителя. Вот уже вот к ним нужно будет обращаться, что они имели в виду, что они в это вкладывали. Такого явления нет. Ложное близнецовое пламя. Что самое главное, о чем мы сегодня хотели вам рассказать? Самый главный вопрос проблемы воссоединения близнецовых пламен состоит в одном единственном факторе. Это фактор нового сознания. Если вы овладеваете новым сознанием, если ваше сознание выходит на высокие вибрации, если вы познали, в первую очередь познали состояние любовь и свобода, потом, если вы это состояние культивируете, вы закрепляетесь на этом уровне, значит, ваше воссоединение с вашим близнецовым пламенем становится естественным, даже можно сказать спонтанным. В полуавтоматическом режиме происходит. От вас уже многое не потребуется. Но, конечно же, в этом случае нужно говорить о том, чтобы и не только вы, ну, допустим, вот, скажем, в том примере, о котором я упоминал, мужчина, да, овладевает этим новым сознанием, оно просто с ним произошло. Вследствие очищения он просто столкнулся с этим. Любовь и свобода. Он это ощутил, пережил. По большому счету он не стремился к этому. Он просто любил, и очищение у него происходило, и в результате этого он познал любовь и свободу. Так вот, не только чтобы один из партнеров познал это состояние, но необходимо для воссоединения, чтобы и второй то же самое это познал. И всегда, сколько нам известно, всегда в какой-то паре один является ведущий, другой является в той или иной степени ведомым. Один идет чуть впереди, другой идет чуть сзади. Это нормально.
Это к тому вопросу, когда часто спрашивают, а вот если я пробудился или пробудилась, и вот пережил трансформацию, и даже преображение, как вы описываете, со мной случилось, а вот второй нет, и ничего у него нет. Вот если совсем ничего нет, ну тогда дело, конечно, тяжелое, да? Тут пробуждать мертвого и глубоко спящего не всегда стоит. А вот если второй человек, он все-таки тянется, он все-таки интересуется, вот как в том же примере, о котором я упоминал, да, когда девушка, она сама вышла на связь и стала что-то о чем-то спрашивать, и все-таки она интересуется вот этим воссоединением, да. Вот если все-таки интерес у второго партнера есть, тогда все нормально. Тогда вы со своей стороны в первую очередь должны передавать ему это состояние, знакомить его с этим состоянием. И это, конечно, бывает очень непросто. Почему? Потому что близнецовые пламена, как правило, накапливают в течение нескольких жизней, накапливают очень разный опыт. У них очень различный кармический опыт. И когда в каком-то воплощении они встречаются, они, как правило, довольно разные люди. И если они чувствуют вот это духовное единство на высоких уровнях состояния сознания, то на повседневном, на астральном плане они чувствуют большую разницу. Там происходит поляризация. Поэтому процесс вот этого обучения или, как сказать, так бы вот вытаскивания, да, второго партнера, пробуждения второго партнера, он все-таки трудный, он все-таки тяжелый. Да, вот я хотела сказать, еще бывают такие примеры, когда один действительно больше заинтересован в воссоединении, и он прикладывает огромные усилия, чтобы второй там пробудился, очистился. И бывает так, что второй человек, партнер, занимает такую позицию. Он говорит, ну давай, да, ты мне будешь передавать эту любовь, эти состояния. Я заинтересован в нашем воссоединении, я тоже хочу, чтобы мы были вместе. Но практически на деле этот человек ничего с собой не делает. Какие у него были там программы негативные, да, установки, так они у него и остаются. И он как бы принимает такую позицию принимающего. То есть ты мне давай, я буду принимать, и мы будем воссоединяться. Такого не бывает. Это называется паразитический подход, и он не работает. Так или иначе, все равно в этой паре будут случаться огромные стычки из-за очищения вот второго, более неосознанного партнера. Конечно же, оба партнера должны быть заинтересованы в своем росте. И если один уже когда-то это прошел, то второй он волей-неволей, он подтягивается до этого уровня. И если человек осознает, он понимает, что во мне еще не все чисто, у меня еще есть что мне прорабатывать. Он, может быть, даже так говорит, ты знаешь, я понимаю, что вот у меня еще много того, что мне нужно проработать, но я готов это делать, и я это делаю. Вот тогда, да, тогда будет действительно процесс воссоединения двух партнеров. То есть должна быть обоюдная заинтересованность. Безусловно. Если только один все это делает, один занимается, делает практики, очищает свое сердце и стремится всей душой к воссоединению, а второй ждет. Либо вообще даже не ждет, да? Как бы, да, ну ты там делай, а я там посмотрю, что у тебя получится. Значит, воссоединения, конечно, не будет. Воссоединение – это процесс, когда идут навстречу оба партнера. Один может идти быстрее, другой может идти медленнее, но движение должно быть, заинтересованность настоящая должна быть. Вы знаете, периодически обращаются даже вот с такими ситуациями, ну, как правило, женщины действительно обращаются, они говорят, вот я, в общем-то, да, действительно, все, что вы говорите, я пережила. Я даже не знал, что со мной это происходит, вот просто это происходило вследствие того, что я любила этого человека, его душу любила. И у меня произошло внутреннее очищение и произошла трансформация. Хотя я об этом даже не знала, просто посмотрела ваше видео, и все, что вы говорите, да, со мной происходит. Так вот, со мной все это произошло. Скажите, пожалуйста, вот так как мы близнецовые пламена, с ним это тоже произошло? Я говорю, каким это образом, извините? Ну как же, вот мы же едины. Если со мной это произошло, значит и с ним произошло. И вы знаете, даже в пику такие термины говорят. Мы настолько едины, что я по пальцу молотком ударил, а у него боль возникла. Вы знаете, это очень большой вопрос, что у него возникла боль, вы там вообще близнецовые пламена или кармическое партнерство. Это большой вопрос. Не надо так говорить на основе вот таких вот фактов, что я палец прищемил, а у него заболело и тому подобное.
Мы уже в самом начале говорили, что нужно к этому вопросу подходить гораздо более серьезно. Это близнецовое пламя или нет? Вот. Так вот, если вы прошли все эти стадии, внутреннее очищение, трансформация, преображение, с вашим БП-партнером всего этого могло и не произойти вовсе. Хотя на духовном, на высшем плане вы едины. Действительно, на высших планах вы едины. Но мы уже говорили и объяснили вам, что помимо высших планов есть другие планы. И соединиться вы хотите на физическом плане, правильно? Так вот, на других планах-то вы не едины, и на физическом плане с ним вот этих перемен могло и не произойти. Запросто. Тогда следующий вопрос задают. А вот если я ему буду посылать вот так вот энергию любви, с ним произойдет все то же самое? Ответ точно такой же. Может произойти, а может и нет. Но если он будет заинтересован, если ваш второй партнер будет открыт, то да, с ним будет происходить все то же самое. Вот если ваш партнер открыт этому потоку любви, если у него есть настоящая подлинная заинтересованность, то вы своими вот процессами, даже своим подвигом, можно так сказать, подвигом внутреннего очищения, можете его подтягивать. Но и тут все равно будет такой момент, что он в свою очередь должен будет сам все это пережить. Просто из-за того, что вы переживете внутреннее очищение и трансформации, с ним точно не произойдет внутреннее очищение и трансформация. Ему на собственном опыте, свои собственные программы, свои собственные кармические узлы придется переживать, придется очищаться ему лично. Просто ваш опыт ему может очень сильно помочь, его может очень сильно вдохновить и так далее, и так далее. Но должна быть добрая воля и очень большая заинтересованность вашего второго партнера. Вот тогда будет происходить ваше воссоединение на основе нового сознания. Еще и еще раз повторим. Потому что, как мы только не говорим, вот в течение, на самом деле, 7 лет мы, собственно говоря, эту тему по-всячески раскрываем. Все равно приходят точно такие же вопросы, как приходили и в самом начале. А действительно ли я или он должен пройти все эти процессы, чтобы воссоединиться? Да, действительно. Иначе никак. Ну и тогда часто возникает такое горестное, значит, восклицание: а почему же у нас все так тяжело? Если мы божественные половинки, то почему все так тяжело? Ответ очень простой. Потому что на планете Земля на сегодняшний день жизнь не божественная. Люди живут не божественной жизнью. Люди живут вообще не по душе. Основная масса, больше 90% людей о душе-то забыли. Живут механистичной жизнью. Живут жизнью, когда требуется не душа, а ум. Когда требуется не совесть, а значит, способность к манипуляции и так далее. Человек настолько далеко ушел от своей души сегодня на планете Земля, что когда он встречает свою родную душу, в том числе и близнецовое пламя, и вспоминает свою душу, он начинает понимать, осознавать, что он жил и живет до сих пор не по душе, что он живет не так, как хочет и так далее. Так что же вы хотите? Как же вы так хотите очень быстро воссоединиться? Вы хотите так, чтобы все эти программы, эго-программы, кармические узлы просто вот так вот за неделю, за месяц все ушли? Вы их накапливали много жизней подряд, а потом они за месяц все растворились? Так просто не бывает на сегодняшний день на планете Земля. Человек очень далеко ушел от своей души. И поэтому единство душ, оно здесь, на планете Земля, должно пройти вот эти вот очистительные испытания. Должно пройти испытания в том числе и временем, когда в течение времени будет ясно, преданы ли вы своей душе, преданы ли вы своей любви настолько, чтобы вот это воссоединение произошло. А проверки эти будут даже после того, как все у вас будет хорошо и прекрасно. Кто посещает наши живые тренинги, мы подробно все рассматриваем, и мы говорим о том, что на пути родных душ, на пути воссоединения близнецов, пламен в том числе, есть не только испытания, когда вы испытываете боль, страдания и тому подобное, но есть и соблазны.
Когда никакой особенной боли, может быть, и нет, а вот есть соблазн, соблазн более легкой жизни, соблазн, ну, много каких других. Ну, не нужно сейчас приводить эти примеры, это будет очень долго и уже ни к чему. На любом духовном пути, также и на пути родных душ, присутствуют такие искусы, такие проверки, когда вас действительно высшие силы проверяют, готовы ли вы идти дальше, подниматься выше или еще нет. То есть, когда вы встречаете свое близнецовое пламя, не думайте о том, что путь вашего воссоединения будет устлан только лепестками роз. Там будет очень много шипов. И это просто данность, это то, что есть на сегодняшний день на планете Земля. И все это существует, все это явление, которое сейчас очень ярко проявляется, вот эта феноменальная встреча с близнецовым пламенем, они несут самую главную задачу. Задача состоит в том, чтобы вы вспомнили свою душу, чтобы вы открыли, очистили свое сердце, и вот тогда ваше воссоединение будет возможным. Тогда оно будет происходить почти что само. Вот в этом состоит основная задача встречи близнецовых пламен. Сейчас действительно эра духовного пробуждения, эра Водолея. Действительно, очень многие люди пробуждаются. Сейчас духовные практики выходят на авансцену в жизни. Очень многие люди начинают серьезно заниматься духовными практиками, серьезно менять свою жизнь в сторону духовности. Это действительно так. И феномен встречи с близнецовым пламенем – это еще одно духовное течение, которое позволяет человеку на планете Земля принять этот поток божественной любви. И вследствие принятия этого потока любви человек самым радикальным образом меняется, трансформируется, преображается. И вследствие принятия этого потока и происходит воссоединение близнецовых пламен на основе нового сознания, на основе того, что у вас внутри есть базовое состояние, состояние любовь и свобода.